Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. И это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Сильный шторм, сопровождающийся торнадо, обрушился на небольшой город на севере Германии, оставив после себя серьезные разрушения. Несколько домов после удара стихии стали совершенно непригодными для проживания. Непогода в понедельник вечером накрыла город Гросхайде на северо-западе федеральной земли Нижняя Саксония. Стихия срывала крыши домов, переворачивала автомобили и вырывала с корнем деревья. Некоторым испуганным местным жителям удалось заснять воронкообразное облако, несущееся над близлежащими полями. Предположительно, диаметр торнадо достигал от нескольких десятков до 100 метров. Вихрь вращался со скоростью от 180 до 250 км в час. Улицы в Гросхайде после шторма были завалены грудами обломков. Некоторые дома были сильно повреждены. Также наблюдались повреждения линий электропередачи, воды и газа. Точный масштаб ущерба до сих пор не ясен, но повреждено не менее 50 домов. Тропический шторм Грейс усилился до урагана и движется в сторону Мексики, угрожая ураганными ветрами, опасными для жизни прибоями, штормовыми волнами и сильными дождями. Максимальная скорость ветра, согласно данным Национального центра США по слежению за ураганами, достигала 128 км в час. Полуостров Юкатан в Мексике находится под предупреждением об урагане. Ямайка, Каймановы острова и части полуострова Юкатан могут получить от 100 до 200 мм осадков. Локально может обрушиться до 300 мм дождя, что может привести к внезапным наводнениям. Кроме того, прогнозируется штормовой нагон на 0,9 до 1,5 метра, выше нормального уровня прилива. Ночью с понедельника на вторник Грейс прошел над полуостровом Тибурон на Гаити, вызвав проливные дожди. Ожидалось, что Грейс принесет еще больше дождей в район, восстанавливающийся после землетрясения магнитудой 7,2 балла, которое произошло в субботу, став причиной гибели около 2000 человек, о чем мы уже сообщали в прошлом выпуске. Кстати, посмотрите его обязательно. По меньшей мере 4 человека погибли и 2 до сих пор считаются пропавшими без вести после сильных внезапных наводнений и оползней, обрушившихся на крутые склоны Гунунг-Джерай в районе Ян, штата Кедах, в Малайзии. Метеостанция в Гунунг-Джерайи в Кедахе зафиксировала 219 мм осадков за 24 часа до 18 августа 2021 года. Чиновники по стихийным бедствиям заявили, что всего за час выпало 90 мм осадков. Команды из Департамента пожарно-спасательной службы Малайзии и специальной службы помощи при стихийных бедствиях и спасениях Малайзии были отправлены в зону бедствия после сообщений о нескольких людях, пропавших без вести в результате наводнения. По состоянию на полдень 19 августа официальные лица подтверждали, что спасательные группы нашли 4 тела пострадавших, но 2 человека все еще числятся пропавшими без вести. В результате наводнения пострадал 1 человек. Пострадали и другие части штата. В общей сложности 96 человек были эвакуированы из домов в районах Бандар-Бахару, Куала-Муда и Ян, штата Кедах. Власти по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что в 3 штатах за последние несколько дней также были наводнения и проливные дожди. Национальный центр управления операциями в случае стихийных бедствий Малайзии сообщил, что по состоянию на 19 августа 2021 года в общей сложности 258 человек из 72 семей покинули свои дома и находились в 12 эвакуационных центрах. У берегов Тихоокеанского государства Вануату в среду утром произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, вызвав предупреждение о цунами в близлежащих районах. Вануату – это государство в южной части Тихого океана, состоящее из десятков небольших островов протяженностью более 1300 километров. Подземный катаклизм был зарегистрирован на глубине 91 километра
и располагался примерно в 19 километрах к северо-западу от Порт-Олри. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что опасные волны возможны на побережьях, расположенных в пределах 300 километров от эпицентра сейсмособытия. Геологическая служба США первоначально оценила магнитуду землетрясения в 7,1, но позже эта цифра была пересмотрена. По сообщениям, около 35 человек пропали без вести после внезапных наводнений в Северной Каролине, США, вызванных проливными дождями из-за тропического шторма Фред. 18 августа 2021 года было объявлено о чрезвычайном положении, чтобы активировать план действий штата в чрезвычайных ситуациях. В заявлении губернатора говорится, что за последние 3 дня в некоторых районах Западной и Северной Каролины выпало почти 300 мм осадков из-за прохождения тропического шторма Фред и предшествовавших ему дождей, а также произошло рекордное наводнение. Более 98 человек были спасены от наводнений в западных графствах. Округ Хейвуд, Северная Каролина, по-видимому, пострадал больше всего, поскольку наводнение происходит вдоль реки Голубь. В заявлении от 18 августа 2021 года Управление экстренных служб сообщило, что на данный момент около 35 человек все еще числятся пропавшими без вести. Несколько человек были найдены в безопасности и воссоединились со своими семьями. Всего в Северной Каролине пострадало 8 округов. В них объявлено чрезвычайное положение. Коммунальные предприятия работают над восстановлением электроэнергии после того, как в конце 17 августа 2021 года отключилось около 50 тысяч потребителей. Управление по чрезвычайным ситуациям Северной Каролины направила команды быстрого спасения на воде со всего штата в западную часть Северной Каролины, а экипажи вертолетов Национальной гвардии и дорожного патруля проводят поиски. В поисково-спасательных операциях задействовано более 250 спасателей со всего штата. По данным Национальной службы погоды, в Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине было зарегистрировано 14 возможных торнадо. Береговая охрана Японии обнаружила новый остров в Тихом океане. Он возник в результате извержения подводного вулкана. Выступ суши в виде полумесяца появился в 50 километрах от острова Ивото. Это в 1200 километрах к югу от Токио. Диаметр острова составляет около 1 километра. Извержение вулкана началось 13 августа 2021 года. Остров заметили с воздуха 16 августа. Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о пеплопадах и облаках дыма в близлежащих водах. Ожидается, что активное извержение будет продолжаться. Пемза, образовавшаяся в результате вулканической активности, дрейфовала на 60 километров в северо-западном направлении. В 2013 году в результате нескольких недель вулканической активности появился остров, который слился с островом Нисиношима, создав новый участок суши, который напоминал собаку Снупи из известного мультфильма. И на этом пока что все. Если у вас есть интересные новости о климате или видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Берегите себя. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.